Приветствую всех! Сегодня хотела познакомить с таким простым блюдом, как тушеная спаржевая фасоль в томатном соусе. Блюдо довольно вкусное, получается низкокалорийное и в то же время оно насыщает. Я ее не буду предварительно отваривать, я прямо так ее кину в соус. У меня уже тут соус кипит. Я добавила сюда помидоры, оливковое масло, лук, чеснок, сладкий перчик, паприку и немножко специй разных по своему вкусу. Там у нас майоран, базилик, черный перчик и щепотка карри. Все, я уже закинула фасоль в соус. Сейчас накрою крышкой и пусть она тушится на маленьком огонечке до готовности. Но она готовится очень быстро, минут 15 может быть. Если у вас фасоль более жесткая, может быть, стоит ее бланшировать сначала в кипящей воде минут 5, так для мягкости. Я ничего это не делала, ничего этого, потому что она у нас мягенькая, без этих стеблей, без ничего. Это такой сорт. Итак, фасоль моя уже стушилась, она готова. Вот, стручковая фасоль в томатном соусе. В общем, здесь мало калорий, но довольно сытное блюдо. Я сегодня готовлю печень по-венециански. Для этого нужно тушить огромное количество лука, сделать его мягким, сладким. В общем, кому нужен подробнейший рецепт, я оставлю ссылку под этим видео. А сейчас просто коротенько. Значит, тушим большое количество лука. Лук нужно тушить довольно долго на низком огне, не допуская пригорания. И количество лука должно быть примерно столько же по весу, сколько печенки. Видите, лук уменьшился почти в 2-3 раза. Стало его очень-очень мало. Видите? Сейчас я добавляю немного яблочного уксуса и немного сухого белого вина. Иногда добавляют бальзамический уксус. В общем, можно добавлять или только уксус, или только вино, или смесь вино и уксус. И продолжаю еще тушить несколько минут уже с уксусом и вином. Все, забросила печень. Сейчас я увеличила огонь. Печенку готовлю на высоком огне. Этот метод изобрели в Венеции давным-давно. Ему много лет, он традиционный. Обычно так готовят говяжью печень, но я с тех пор, как познакомилась с этим методом, готовлю любую печенку. И куриную тоже. Получается очень вкусно. Вот так это смотрится. Печенка просто тает во рту. Всем советую готовить так. Здесь в глубоком сотейнике я сначала потушила лук на оливковом масле и затем забросила нарезанный красный сладкий перец и 1 баклажан. Тушу все вместе до мягкости. А здесь отдельно в другой сковородочке я сначала поджарила 3 зубчика чеснока, тоже на оливковом масле. Нарезала 3 крупных помидора и тушу до загустения соуса. В конце добавлю орегано и черный перец и соль. И затем я соединю эти 2 смеси, и получится одна. Добавила перчик и орегано. Соединила обе смеси, овощи и томатный соус. Перемешала, и блюдо готово. Это блюдо называется рататуй. Рататуй хорош как в горячем, так и в холодном виде. В горячем виде это может быть самостоятельное блюдо или гарнир к мяску, к рыбке. И в холодном виде просто на хлебушек, объедение. Хранится в холодильнике даже до 3 дней, просто так, в закрытом контейнере. Сегодня готовим омлет со спаржей. Зеленая спаржа, немного сливочного масла и 2 яйца. И немного сыра. Я жарю креветки. Налила немножко оливкового масла, соевый соус, сушеный чеснок.
и больше ничего. Это получается очень вкусно. Даже соль не добавляю, потому что соевый соус соленый. И вот ароматные вкусные креветочки готовы. С пылу с жару. Рядом листья салата. Я сегодня готовлю на ужин соте из гребешков. Поджарила чесночок, добавила петрушку и забросила вот эти гребешки. Сейчас добавлю немножко белого сухого вина, перемешаю и потушу минутки 3-4, не больше, и блюдо будет готово. Это очень просто и вкусно. Вот это готовое блюдо. Так выглядит. Я готовлю, это называется салтимбока. В общем, тоненькие кусочки свинины или говядины отбиваешь, солишь, перчишь, внутрь заворачиваешь или сыровяленую ветчину прошутто, или сыровяленую колбаску солями. Закалываешь листиком шалфея. Сейчас я обваляю в муке. Вот, обжариваю на топленом сливочном масле, на низеньком огонечке. Ах, какой аромат идет! И вот через 5 минут такое аппетитное блюдо готово. Вот я подготовила фенхель для запекания. Сейчас этот противень отправляется в духовку. Ничего особенного. Здесь ломтики фенхеля посыпаны сухарями, сыром, полито оливковым маслом, соль, перчик. И все, будет запекаться в духовке до румяности, до мягкости. И вот фенхель готов. Сверху он хрустящий, румяный, а внутри каждый ломтик мягкий, сочный. Ну и те, кто знает этот овощ, все знают, что он имеет теплый, анисовый, очень приятный аромат. Привет всем! Сегодня я буду готовить вкусный суп с фрикадельками. Значит, здесь у меня уже нарезана луковица и 300 грамм говядины. Сейчас я это все измельчу, чтобы сделать фарш. Добавляю в фарш столовую ложку семолы. Это примерно как наша манка, но из твердых сортов пшеницы. Одно яйцо, соль и черный перчик. И щепотку паприки. Перемешиваю это все хорошенько. И теперь фарш нужно отбить немного. Вот так брать и бросать в миску несколько раз. С силой. Вот так. Тогда из фарша выходит лишний воздух, и фрикадельки будут очень-очень нежные. И теперь осталось только накатать фрикадельки. Я делаю их не слишком маленькие, не слишком крупные. Вот такого размера, среднего. Итак, для супа я буду использовать морковку, сельдерей, лук, картошку. Сейчас все это нарежу мелко. В кастрюлю я налила 3-4 столовые ложки оливкового масла. И сейчас слегка пассерую овощи. Лук, морковку и сельдерей. Потом добавлю водички, картошку и потом продолжим. Добавила картофель и сейчас буду заливать воду. Добавила водичку, 2 листика лаврушки и сейчас буду варить до готовности овощей. Все, забросила уже фрикадельки. Вот. Сейчас они покипят вместе. Все покипит, но минут 10 может быть. И суп будет готов. Все, забросила зелень и чеснок. Это у меня отростки фенхеля. Если у вас есть укропчик или петрушка, вот можно любую зелень. Вот такой супчик у меня получился. Сюда можно добавлять что-то свое. Фантазия здесь безгранична. Значит, у меня тут уже кусочки индейки, нарезанные крупно, примерно как на шашлык. Лук, розмарин. Здесь я насыпала соль, паприку сладкую, перчик черный, молотый, в общем, орегано, разные травки. И сейчас я добавлю немножечко оливкового маслица.
Вот так. И пару капель бальзамического крема. Вот так это все смешиваешь, эту всю массу ароматную. Сюда лучок, вот так еще помять его хорошенько. И мясо сюда. И вот так все перемешать хорошенечко. Сейчас это у меня все постоит, пропитается, я поставлю в холодильник. Ну, полчасика, где-то часик. У кого сколько времени есть лишнего. Вот мяско уже полежало в холодильнике. Теперь я нарезала картошку, все это перемешала. И теперь эта форма у меня сейчас отправляется в духовку запекаться. Вот такое получилось блюдо. Сейчас буду его раскладывать уже по тарелочкам. Вот такое мясо у нас получилось. Румяное и очень вкусное, сочное.